Привет, армия! Недавно вышло новое видео, которое очень взволновало фанатов. В нем Тэхён репетирует свои подачи перед выходом на поле в матче Лос-Анджелес Доджерс против Цинциннати Редс. Тот день уже многим запомнился. Наблюдать за тем, как Тэхён делает первую подачу, было поистине уникальным, не только потому, что это было испытанием для него, но и потому, что это одно из тех воспоминаний, которые останутся в памяти многих. Закулисное видео показывает, как он готовился к этому моменту. Ясно, что Тэхён не хотел быть беспечным, он не торопился, репетируя каждое движение и следя за тем, чтобы все прошло как можно более гладко. На самом деле, это проявилось в конечном результате, поскольку подача, которую он сделал перед всеми, была четкой и уверенной. Тем из нас, кто следил за ним, было приятно видеть, как эти усилия отражаются в чем-то таком простом, но в то же время значимом. На той игре мы также увидели телохранителя Чингука. Он был там, прямо за Тэхёном, внимательно наблюдая за ним. Эта деталь вызвала много разговоров среди поклонников. Некоторые думали, что телохранитель просто хотел сопровождать его из беспокойства. Другие считают, что это Чингук попросил его убедиться, что с Тэхёном все в порядке. Какова бы ни была причина, сцена передает больше, чем просто чувство безопасности. Это напоминание о том, что Чингук всегда находит способ быть рядом, даже если он не присутствует напрямую. Что интересно, все это происходит в простом контексте. Тэхён просто бросает мяч и тренируется, чтобы сделать это правильно. Тем не менее, эти маленькие моменты, например, удивление на его лице или осознание того, что кто-то близкий ему стоит позади него, это те, которые остаются в памяти. Для тех, кто внимательно следит за Тэхёном, неизбежно связать части воедино и придать им особое значение. Тэхён всегда показывает, что он тщательно готовится ко всему, будь то концерт, телешоу или что-то, казалось бы, меньшее, как это поле на стадионе. Он привык отдавать всего себя делу и не довольствоваться полумерами. Это вызывает восхищение тем, что он серьезно относится к любой возможности и всегда стремится к совершенствованию. В то же время видео дает понять, что он никогда не бывает совсем один. Подобно тому, как Чингук сопровождает его во многие моменты жизни, вокруг него есть люди, которые наблюдают за ним, как молча, так и явно. Наличие телохранителя в этом неожиданном месте усиливает мысль о том, что Тэхён – тот, о ком заботится и кого любит. Речь идет не только о физической безопасности, но и об атмосфере доверия и поддержки, которая его окружает. Видео не только о бейсбольном поле, оно показывает дисциплину, сосредоточенность и поддержку Тэхёна. Оно напоминает нам, что даже у, казалось бы, незначительных моментов есть детали, которые делают их запоминающимися. Подготовка перед выходом на поле – неожиданное появление телохранителя Чингука и искренняя реакция Тэхёна, когда он понимает, что он не один. Недавно вышло короткое видео с Тэхёном, которое стало предметом обсуждения среди фанатов. Некоторые сразу заметили, что шорты напоминают те, что раньше носил Чингук. Они вспомнили сцену, где Тэхён и Чингук тренируются в спортзале. Этот момент широко обсуждался, потому что они были одни, сосредоточенные на рутине, которой занимались годами. Теперь, с этим новым видео, многие уловили связь. Они говорят, что шорты Тэхёна точно такие же, как у Чингука. Эта мысль не кажется неуместной, учитывая, сколько раз Тэхён появлялся в похожих или идентичных нарядах. Со временем они показали, что подобная одежда не вызывает у них дискомфорта. Более того, несколько раз они носили парные наряды. Черные шорты стали центром внимания. Некоторые отметили, что они явно принадлежали Чингуку, в то время как другие посчитали это совпадением. На самом деле, это был не первый раз, когда фанаты обнаружили подобные детали. Каждый раз, когда всплывала какая-то тема, разговор о Тэхёне возобновлялся. Для многих это было показателем их близости и того, как много общего у них было. Примечательно, что Тэхён и Чингук не пытались ничего скрывать. Если они и надевали похожую одежду, то делали это естественно, без всякого чувства стеснения. Для фанатов именно это больше всего бросалось в глаза, то, как они жили, не боясь критики. Несмотря на это, критика всегда присутствует. Всякий раз, когда всплывают подобные детали, люди пытаются их дискредитировать или писать бессмысленные комментарии. Но очевидно, что, несмотря на все это, они продолжают делиться моментами, как обычно. Нет никаких признаков того, что их ограничивает чужое мнение. Напротив, каждая новая деталь усиливает мысль о том, что они бесстрашно представляют себя.
В этом последнем видео простые шорты становятся еще одним символом того, что представляют собой Тэхён и Чингук. Для поклонников важна не одежда, а доверие и близость между ними. Эта тенденция прослеживается снова и снова, от тренировок до публичных выступлений и повседневной жизни. Не только одежда, но и жесты, взгляды и позы демонстрируют сильную связь. Каждый раз, когда появляется что-то новое, например, эти черные шорты, разговор разгорается с новой силой, список памятных моментов для поклонников пополняется новыми доказательствами. В конечном счете, очевидно, что отношения Тэхёна и Чингука не знают границ. Несмотря на негативные комментарии, они постоянно демонстрируют свою близость, будь то через одежду, сценические детали или даже время, проведенное вместе. Тэкук настаивает, что их отношения не то, что нужно скрывать. Одна из самых обсуждаемых вещей в их отношениях – это их повторяющиеся жесты. Это не случайные или случайные движения, а скорее действия, которые постоянно происходят, когда они вместе. Когда кто-то повторяет жест с другим человеком, это обычно потому, что это естественно, а не надуманно. В случае с Тэхёном эти жесты мгновенно узнаваемы. Например, то, как они прикасаются друг к другу независимо от ситуации. Это может быть прикосновение к руке, опора на плечо или удобная ложь. Простые, повторяющиеся детали часто явно не случайны. Еще один жест – это то, как они ищут взгляды друг друга. Во время интервью, прямых трансляций или презентаций достаточно всего нескольких секунд, чтобы увидеть, как они смотрят друг на друга, как будто убеждаясь, что другой в порядке. Такое поведение редко встречается среди коллег, но оно постоянно происходит между ними. Все кажется естественным, они делают это без какой-либо силы. Где бы они ни находились, они всегда демонстрируют близость, будь то через физические жесты или взгляды. Конечно, критика сохраняется. Всегда есть те, кто говорит, что это совпадение или что фанаты преувеличивают. Есть и те, кто пытается дискредитировать это. Но правда в том, что с критикой или без нее, Тэхён и Чингук по-прежнему демонстрируют одно и то же. Они не останавливаются, им все равно, что думают другие, каждый раз, когда они повторяют этот жест. Они показывают, что им нечего скрывать. Они не пытаются объясниться, они просто делают то, что чувствуют. Это усиливает идею настоящей, крепкой и постоянной связи между ними. Интересно, что они не пытаются ничего доказывать. Нет никакой попытки продемонстрировать связь, скорее, она очевидна из их естественного взаимодействия. Это подлинность, вот что выделяется. Любой, кто внимательно наблюдает, поймет, что это непростое совпадение. Со временем повторение этих жестов становится закономерностью. Они встречаются на концертах, мероприятиях, в поездках или на передачах, и всегда есть какая-то деталь, которая подтверждает эту близость. Вот почему, несмотря на некоторые отрицания, каждый новый инцидент только добавляет доказательств. Не одно, а множество. Каждый взгляд, жест заботы и то, как они поддерживают друг друга, является частью серии моментов, которые, взятые вместе, раскрывают связь, которую они разделяют.